Ну вы как, подготовились ко Дню Святого Валентина? Столик в ресторане забронирован, кружевная комбинация куплена, цветы, конфеты, плюшевые игрушки, колечко. Кто из вас запланировал 14 числа сделать предложение руки и сердца? Признавайтесь, я никому не расскажу. Сегодня, в преддверии Дня всех влюбленных, я предлагаю вам поговорить о разводе. Не спешите обвинять меня в цинизме. Без развода не было бы возможности для нового брака и надежды на новую любовь и настоящее счастье. Прежде чем начать говорить о разводе, нам нужно определить, что такое брак. Ну, во-первых, давайте раз и навсегда закроем тему о том, что хорошее дело браком не назовут. Два русских слова «брак» являются настоящими полными омонимами, что, между прочим, довольно большая редкость. Омонимы не являются никаким образом родственными словами, просто так совпало, что они пишутся и произносятся совершенно одинаково, как бор и бор, сосновый лес и химический элемент, лук и лук, ключ и ключ. То же самое с браками. Слово «брак» в смысле супружества произошло от старославянского «брати», «брать супруги». Это очень древнее слово. А брак в смысле недостаток, качества вошел в русский язык сравнительно недавно, во времена Петра I, из немецкого, и происходит от глагола «breaken» – «ломать». Вы слышите тот же корень в английском break. Итак, что же такое брак? В определении читаем: брак или супружество – это признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары. Несмотря на то, что конкретные представления о браке, законы и правила, связанные с ним, чрезвычайно разнятся от культуры к культуре и от одного исторического периода до другого, само существование брака как общественного института исключительно универсально для человеческой цивилизации. Какие-то формы брака есть и были у практически всех человеческих обществ. Интересно, что, несмотря на то, что у других видов животных встречаются крепкие семейные пары, иногда существующие на всю жизнь, брак, строго говоря, присущ только людям. Брак – это не просто отношения между двумя или скольки угодно особями какого-то вида, это социально признанные отношения, отношения, которым общество определило некоторые правила. То есть брак, в отличие от любви, это не ваше личное дело. Лебедь и лебедиха живут вместе всю жизнь. Не потому, что если лебедь ее бросит с яйцами, то другие лебеди будут его порицать. И если волчица не захочет больше жить со своим волком, им не придется делить берлогу и договариваться, с кем будут жить волчата на совете стаи. Люди в этом смысле уникальны. И поэтому только у людей распад семьи сопровождается драмами, скандалами и требует вмешательства властей. В Древней Греции развод не был большой проблемой. Как муж, так и жена имели право инициировать развод. Мужу достаточно было просто отправить жену обратно к родственникам, и брак считался расторгнутым. При этом он обязан был возвратить ей приданое, иначе это считалось кредитом, и ему приходилось платить по нему 18% годовых. Брак имел очень практический смысл, так же, как и развод. Это подтверждает, к примеру, интересное правило, по которому, если женщина оказывалась наследницей после отца, а это случалось только тогда, когда у умершего прямо совсем не находилось подходящих наследников мужского пола, то чтобы сохранить имущество в семье, эта женщина должна была выйти замуж за ближайшего родственника отца мужского пола. Даже если оба они на тот момент были уже женаты, им приходилось
разводиться со своими супругами, чтобы жениться друг на друге. Высокие отношения. Древние греки, кстати, не очень беспокоились по поводу запрета близкородственных браков. На единокровной сестре ты, конечно, не мог жениться, но на племяннице, пожалуйста. На человеке из другого города ты жениться не мог категорически, а на сводной сестре нет проблем. Таис Афинская в романе Ефремова. Как оказалось с Гетерой? Ее отец был афинянин, а мать скрита. Их брак с точки зрения Афин не считался действительным. То есть античное общество имело не слишком сентиментальный взгляд на супружество. Считалось, что любовь приходит после свадьбы, если вы благоразумно женились на порядочном, достойном любви человеке. Что не означало, что браки были насильными, просто романтики в них было меньше, а здравого смысла больше. Никто также насильно не удерживался в семье. Римское право постановило, что «matrimonie debet esse libera» – браки должны быть свободными, из чего следовало, что муж и жена равно могли отказаться от брака по своему желанию. Женщина забирала приданое и уходила к маме, точнее, к папе, потому что женщины были все-таки порядком поражены в правах. При этом разведенная женщина, имеющая положение и деньги, имела гораздо больше юридических прав, чем девица. В годы империи римская элита обоего пола по несколько раз в своей жизни разводилась и женилась, и это считалось совершенно нормальным. Развод сам по себе не нес никакой социальной стигмы, только обстоятельства развода могли быть скандальными. По сохранившимся свидетельствам, мужчина мог развестись с женой из-за прелюбодеяния, пьянства или изготовления копий ключей от дома. А зачем ей копии ключей? Хороший вопрос. Римские принципы развода обогатили культуру афоризмом, которые сейчас используют не только в контексте личных отношений. В декабре 62 года до нашей эры в доме Юлия Цезаря проводился праздник в честь Bona Dea, женской доброй богини. В этом мероприятии могли участвовать только женщины. Для мужчин пробраться на женские таинства было богохульством и преступлением. Но известный хулиган и нонконформист по имени Публий Клодий Пульхар пробрался в дом, переодетый в женскую одежду. Разразился большой скандал. Как сюда попал этот царь? Причем все почему-то были уверены, что Клодий вломился туда специально, чтобы совратить хозяйку, жену Цезаря Помпею. И как абсурдно это ни звучало, Цезарь поспешно развелся с Помпеей, сказав свое историческое «жена Цезаря должна быть вне подозрений». То есть, как мы видим, развод в Риме был способом сохранить политическую репутацию. После падения Римской империи семейная жизнь начала регулироваться скорее церковной властью, чем гражданской. Брак стал не просто вашим личным делом и хозяйственным договором между сторонами, а религиозным актом, совершаемым при участии Бога в лице священнослужителя. И развод становится очень проблематичным. Католическая церковь примерно к X веку окончательно возвела брак на положение христианского таинства, то есть сделала его священнодействием, актом волшебства, говоря простыми словами. И никакими человеческими действиями результат этого волшебства не мог быть уничтожен. Церковь считала, что таинство брака превращало двух человек в одного, в неделимую личность. В прямом смысле слова. Что, к примеру, приводило к запрету жениться на сестре покойной жены. Когда вы женились на женщине, вы становились с ней одним человеком, в весьма буквальном, а не метафорическом смысле слова. И своячница, так это называется, сестра жены, становилась вам в прямом смысле слова родной сестрой. И брак с ней считался инцестом.
Хотя биологи будут весьма удивлены такой логике. Интересно, что православная церковь придерживалась альтернативных взглядов на развод. Православная церковь признавала, что бывают редкие случаи, когда парам лучше расстаться. Она не поощряла разводы, но и не запрещала их категорически. Католическая же запретила разводы насовсем. И так началась долгая печальная история попыток обойти запрет на развод в Западной Европе. Развивается практика аннулирования брака, когда брак не расторгается, а признается как бы незаключенным с самого начала. А также появляются разнообразные варианты раздельного жительства по решению суда, когда муж и жена просто договариваются разойтись и жить своей жизнью, оставаясь при этом формально женатыми. Поэтому, когда вы читаете о том, что какая-то пара в Европе 15 или даже 19 века развелась, вам нужно быть очень внимательными, что это было на самом деле. Аннуляция брака, юридически признанное раздельное жительство или прямо настоящий стопроцентный развод. Потому что последних в христианском мире было очень-очень мало. Они требовали вмешательства, к примеру, Папы Римского. Аннулирование брака происходило куда чаще, хотя оно тоже требовало весьма серьезных причин. Чаще всего это был предыдущий брак. Если внезапно обнаруживалось, что один из супругов уже был женат, и их супруг жив и здоров, это делало второй брак недействительным. Невозможность иметь детей, объективная физическая невозможность, тоже была достаточной причиной для аннулирования. Как одна злосчастная дама, Доротея Маунсел, англичанка, в 1766 году вышла замуж за итальянского оперного певца Джусто Фердинандо Тиндуччи, я уверена, по страстной любви. И в брачную ночь обнаружилось, что супруг, согласно старой доброй итальянской традиции, кастрат. Какой уж тут брак. Это, конечно, был вопиющий эпизод. А в большинстве случаев эту неспособность иметь детей приходилось доказывать. И виновного в неспособности супруга волочь в суд силой, где его подвергали неприятной и унизительной процедуре средневекового медосмотра. И в какой-то момент несчастливые супруги начали относиться к фразе «пока смерть нас не разлучит» очень серьезно. Самым знаменитым бракоразводным процессом в истории был, наверное, иск Генриха VIII против папы Климента VII. Битва началась в 1527 году, когда Генрих попытался заставить папу аннулировать его брак с Екатериной Арагонской, которая не смогла обеспечить ему наследника мужского пола. Генрих хотел жениться на молодой и красивой Анне Болейн, чей портрет украшал мой рассказ о роковых женщинах. Но папа ему отказал. В ответ Генрих развелся с папой и католической церковью и объявил себя главой новой церкви, англиканской. И как главный по церковным делам немедленно развел себя со старой женой и тем самым открыл огромную банку с червями. Потому что Анна, несмотря на ее красоту, тоже не справилась с главной обязанностью королевской жены. Не родила наследника. Всего через 3 года Анну признали виновной в измене родине, супружеской измене и до кучи в инцесте и обезглавили, потому что Генрих не смог придумать, как с ней развестись. Все эти потрясения так напугали англичан, что в результате, после смерти Генриха и всех его многочисленных жен, англиканская церковь не только выступала против развода при любых обстоятельствах, но и умудрилась опередить католическую в ограничениях на аннулирование брака. Англичане влипли конкретно аж до середины XIX века. На идиотских английских законах о разводе, можно сказать, базируется вся британская классическая детективная и романтическая литература. Сопротивление англиканской церкви разводу было настолько сильным, что единственным путем к разводу был акт парламента, то есть отдельный закон, за который проголосовали обе палаты. То есть каждый развод требовал отдельного специального закона.
Мало того, что это стоило целое состояние, но даже те люди, у которых были деньги, редко имели желание трясти свое грязное белье перед всем честным народом и 800 депутатами. Причем правила для мужчин и женщин были неравными. Для развода мужу необходимо было только доказать, что жена ему изменила, и предоставить 2 свидетелей. Жена же должна была доказать прелюбодеяние мужа и плюс какое-либо другое особо отягчающее обстоятельство. К примеру, крайнюю жестокость или то, что он вообще покинул ее без средств к существованию. Одного только факта, что муж был изменщик или агрессивный ублюдок, было недостаточно. Поэтому лучшее, на что могла надеяться женщина, это добиться сепарации по решению суда. Женщины, получившие официальное постановление о раздельном проживании, могли жить отдельно от своих мужей, но это не делало их совершенно свободными. Ни о каком повторном браке речи не шло, брак не считался официально расторгнутым. К примеру, Байрон с Аннабеллой не были в полном разводе. Они только подписали договор о раздельном проживании, и в результате ни один из них после этого не вступил в брак. Ну, Байрон, допустим, и не хотел, но Аннабелла просто не могла. Она не была разведена с этим психом. Кстати, о психах. Я уже неоднократно упоминала, что в Англии вы не могли развестись с психически больным супругом, потому что психически больной человек считался недееспособным и не мог вступать ни в какие юридические договоры, включая развод. И отсюда происходят все эти сумасшедшие жены, запертые на чердаке, как в Джейн Эйр. И в аббатстве Даунтон в 1921 году Грегсон не может жениться на Эдит, потому что он женат, и его жена в психбольнице, и поэтому он уезжает в Германию, чтобы стать гражданином другой страны и развестись по ихним законам. Потому что на материке правила были совершенно другими. После реформации в новых протестантских регионах континентальной Европы брак стал считаться светским договором сторон, и гражданские власти постепенно получили право давать желающим полноценный развод. Что еще не означает, что развод был прост. Гражданские суды фактически следовали примеру церковных и требовали доказать существование серьезных причин к расторжению брака. Ни о каком добровольном разводе по обоюдному желанию речи не шло. Развод был разрешен только потому, что одна из сторон нарушила священный обет, данный невиновному супругу, то есть имело место злостное нарушение контракта. При этом, если оба, муж и жена, были уличены в нарушении обетов, то такая пара оставалась женатой, ибо неясно было, кто в этом змеином логове жертва. Ну, по крайней мере, там, в отличие от Англии, можно было развестись с негодяем, который избивал тебя или бросил на произвол судьбы с детьми. Появляется принцип развода по вине, где, как правило, виновная сторона сурово наказывалась штрафом, плетками, церковным покаянием и запретом на повторный брак. Россия при Петре I тоже принимает подобное европейское законодательство, вынуждавшее опостылевших друг другу супругов договариваться, кто возьмет на себя вину при разводе. И виновная сторона теряла все: социальное положение, честное имя, детей, возможность устроить личную жизнь. Ситуация зачастую невыносимая. И Анна Каренина, оказавшись в ней, как известно, между разводом и паровозом выбирает паровоз. То есть даже в странах, где развод формально существовал, он был привилегией самых высокопоставленных людей, которые могли обойти или подмять под себя законы. Пресловутый развод Наполеона с Жозефиной Багарне на сайте napoleon.org прямо так и пишут в кавычках «развод Наполеона», потому что это было очень сомнительное в моральном и юридическом смысле мероприятие. Причем он сам все усложнил. После Великой Французской революции Франция стала
самой прогрессивной и либеральной страной Европы и самой кровавой. Там был принят закон о разводе 1792 года, позволивший парам разводиться быстро и легко, без пришпиливания вины на одного из супругов. Это был современный развод без вины, который практикуется сейчас в большинстве цивилизованных стран. Развод стал доступным даже для самых бедных и равно доступным для женщин и мужчин. Ура! Но потом Наполеон стал императором и вернул страну к прежним моральным нормам. В 1803 году закон был ужесточен. Никаких разводов по обоюдному согласию, требовалось доказать вину супруга, причем мужчине достаточно было доказать прелюбодеяние жены. Она же могла подать на развод, только если муж привел любовницу в дом. А церковный брак по-прежнему был нерушим для всех католиков. Поэтому Наполеону, чтобы избавиться от бесплодной Жозефины и жениться на австрийской принцессе, пришлось дать жене гражданский развод и аннулировать их церковный брак по причине того, что он якобы был заключен без присутствия должных свидетелей. Это был двойной развод плюс аннуляция, и оба по сомнительным поводам. И многие считают, что если бы Жозефина не была так морально раздавлена и попробовала бы сопротивляться, Наполеону не удалось бы с ней развестись. Что, впрочем, могло кончиться еще хуже. Она и так беспокоилась, что ее пытаются отравить. На самом деле, даже если брак заключен с религией на уме, это отнюдь не всегда означает, что развод невозможен. Иудаизм, к примеру, всегда допускал развод. С древних времен евреи считали, что паре лучше развестись, чем жить в постоянных сварах. И тем не менее у них тоже были проблемы. Для того, чтобы еврейский развод вступил в силу, муж должен выдать жене, но не наоборот, разводное письмо, называемое гет, где фактически написано, что она свободна и может теперь выходить замуж за кого ей угодно. В принципе, женщина может со своей стороны подать иск о разводе в раввинский суд. И суд, если найдет ее иск обоснованным, потребует от мужа развестись с женой и выдать ей гет. И если тот не подчинится решению суда, он может быть подвергнут различным формам давления. Традиционно такое давление включало штрафы и даже телесные наказания, то есть разводное письмо жене выбивали из упрямившегося мужа силой. Одна из таких интересных мер воздействия заключалась в том, что мужа отправляли провести ночь на безымянной могиле. Подразумевалось, что она могла стать его собственной. Психологичненько. Уже в наше время, вот буквально несколько лет назад в Нью-Йорке, ФБР раскрыло банду таких религиозных деятелей, которые похищали мужей, не желающих давать женам развод, и уговаривали их в подвале электрошокером для крупного рогатого скота. ФБР провело спецоперацию, где женщина-агент позвонила главе этой банды, пожаловалась, что муж не дает ей развод, и заплатила, между прочим, кучу денег. Эту компанию арестовали, и был большой скандал. И многие раввины, конечно, заявляли в печати, что такие средневековые методы – это варварство, а развод, добытый таким образом, недействителен в глазах Бога. Все это время в исламском мире развод был не только возможен, но и весьма распространен. Что не означает, что к разводу там относились с легкостью. Пророк Мухаммад назвал развод самым неприятным для Всевышнего Аллаха из всего дозволенного. То есть развод законен, но, мягко говоря, не приветствуется и обставлен большим количеством обязательств. Многие немусульмане думают, что в исламском мире развод для мужчины чрезвычайно прост. Ему достаточно 3 раза сказать жене: «Ты разведена, ты разведена, ты разведена», и вытолкать ее за порог. Это сильное упрощение. Он, в принципе, может это сделать, но это будет в глазах окружающих не только небогоугодным делом, но и большой глупостью, потому что ислам предоставляет своим людям уникальную привилегию – тренировочный развод. Муж-мусульманин может давать развод жене до 3 раз, и только 3-й раз будет окончательным. А в первые 2 раза, если он передумал,
У него есть срок, чтобы жену вернуть домой. После развода женщина не может сразу выскочить замуж за другого. Она обязана выждать примерно 3 месяца, чтобы все могли убедиться, что она не беременна от предыдущего мужа. И если в течение этого срока ее муж передумал, то он может отменить развод и вернуть себе жену безо всяких дополнительных реверансов. Но если мужчина трижды провозгласил жену разведенной, тройной талак это называется, то все, вы окончательно разведены. Снова жениться на той же женщине можно только, если она выйдет замуж за другого, и этот брак будет каким-то образом исчерпан. Она овдовеет или будет разведена. И никаких фиктивных браков с целью обойти закон. Пророк Мухаммад говорил следующее. Сказать вам, кто наемный козел? Это тот, кто делает женщину дозволенной при помощи договорного брака. Аллах проклял и того, кто делает женщину дозволенной, и того, кому ее делают дозволенной. Поэтому здравомыслящий человек не расходовал свои 3 талака за раз. Приличный развод должен пройти через 2 полных периода предразвода, во время которых жена может продолжать жить в доме мужа, и он обязан ее содержать. И у него есть хороших 6 месяцев подумать, действительно ли он хочет развестись с ней навсегда. И потерять все деньги, которые жена принесла в дом. А это могла быть хорошенькая сумма в виде приданого и махра, свадебного подарка от мужа. В случае развода по талаку она забирала все это с собой. Поэтому мужчины часто пытались уговорить жену потребовать развода со своей стороны. Это тоже было вполне законно. Женщина могла подать на развод. Хоть это и обставлено большими условностями, она должна действовать через суд. Если ее петиция будет удовлетворена, она должна была вернуть мужу махр. То есть возникал интересный финансовый баланс, где для обоих сторон было выгоднее, если развод осуществлялся по инициативе другого супруга. Женщине выгоднее, чтобы муж развелся с ней, тогда она уходила и забирала деньги. Мужу было выгоднее, чтобы жена начала развод. Это было травматично для его репутации, но она, по крайней мере, платила ему компенсацию. А женщины-не-мусульманки, жившие на исламской территории в средние века и новое время, вовсю использовали закон, по которому мусульманка не может быть замужем за неверным, чтобы добиться невозможного развода с мужьями-христианами. Эти дамы принимали ислам, после чего они шли к судье и заявляли: «Мой муж не хочет становиться мусульманином, а я не хочу жить с неверным». Их тут же разводили, и они уходили, забирая детей. Мораль всей этой длинной басни такова. Нельзя запретить людям быть счастливыми. Вы можете ввести законы, но люди придумают способы обойти их. Они будут рисковать, совершать преступления, нарушать клятвы, но они найдут способ. Никто не захочет похоронить себя живьем в несчастливом браке. Поэтому лучше смотреть правде в глаза. Жизнь у нас одна. Вы не можете потратить ее на искупление одной ошибки. Жениться нужно с убеждением, что это навсегда. Но если все пошло не так, обратитесь к семейному кодексу той страны, где вы живете. Сейчас развод запрещен только в 2 странах – Филиппинах и Ватикане. На сегодня у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась эта лекция. Всего вам доброго и до новых встреч! Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. А на 2-м уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился.
Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!